Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. И сегодня мы собрались здесь на нашем сайте Вестник Кавказа для того, чтобы обсудить важное событие, которое произошло в нашем отечественном футболе. А если конкретно, то полуфинальные матчи Кубка России. Теперь мы уже знаем точно двух финалистов. Скажу, что один точно довольно неожиданный. Это Алания из Владикавказа. С ростовской командой играла Алания, причем играла на выезде. В ничью закончилась эта игра. По пенальти владикавказские футболисты оказались сильнее и попали в финал этого престижного соревнования футбольного. Другой полуфинал был более серьезный, прямо скажем, не в обиду будет Ростову и Алании сказано, более серьезным по составу участников. Играли московский «Спартак» и ЦСКА. Так уж получилось, что этим клубам приходится играть довольно часто в последнее время. То есть это был второй раз буквально за последние полторы недели. И если в чемпионате спартаковцы сумели выиграть у ЦСКА, 1-0, напомню, закончилась эта игра в чемпионате, то этот полуфинальный матч, кубковый матч, оказался за армейцами на этот раз. Тоже по пенальти обыграли армейцы своих соперников, но тут гораздо интереснее развивались события, нежели в матче Ростов-Алания. Общий счет основного и дополнительного времени 3-3. Сначала армейцы повели, потом вели спартаковцы, армейцы догоняли. В итоге армейцы сравняли счет уже, когда там последние 10 минут пошли матча. Очень интересная игра, в отличие от того матча недельной давности, за которым все критиковали, и армейцев, и спартаковцев, за то, что это не настоящее дерби, не хватало эмоций, не хватало драйва у футболистов, то вот этот матч как раз был самый настоящий дерби, кубковый, с характером, с столкновениями, с силовой борьбой, с красивыми комбинациями, голами, в конце концов, за что мы и любим футбол. В общем, здесь как раз матч удался, в ничью 3-3 сыграли, а потом армейцы просто блестяще выполнили все 5 своих штрафных ударов 11-метровых, 5 из 5 они забили, а вот один из мячей, пенальти, который пробивали спартаковцы, оказался неточным, вернее, он был точный, только прекрасно сыграл Акинфеев, голкипер ЦСКА. Дмитрий Камбаров не смог его переиграть, в блестящем стиле голкипер ЦСКА взял этот мяч и таким образом вывел свою команду в финал. Итак, в финале Кубка России, по старой памяти хотел его назвать Кубком СССР, встретятся армейцы, ЦСКА и Алания. Конечно, фаворит, безусловно, конечно, здесь известен в этой паре, это будет ЦСКА, но я напомню, что кубковые матчи, они на той кубковой, особенно финальные, в этих матчах случается разное. Я вспоминаю финал, на котором мне самому довелось побывать, это был финал, когда Крылья Советов самарские, в то время довольно серьезная такая команда, которая играла в премьер-лиге, встречалась с Тереком из Грозного, было это на московском стадионе «Локомотив», и тогда, несмотря на полное преимущество Крыльев Советов, единственный шанс тогда футболист Терека, Федьков, использовал, забил этот гол и 1-0 победил Терек и взял Кубок России. Вполне возможно, что подобное может произойти и в этом финальном матче. Впрочем, стоит дождаться этого матча, выбрать за кого вы будете болеть. Кто-то предпочитает болеть просто за слабых, у кого-то есть клубные пристрастия. В любом случае, кубковый матч и кубковый финал – это всегда финал. Мы будем следить за событиями и обязательно все вам расскажем о том, как проходила эта игра и как она завершилась. Полный расклад смотрите и слушайте «Вестник Кавказа».